За последние десятилетия китайские автопроизводители действительно сделали большой шаг вперед в технологиях и качестве сборки, но есть одна черта, от которой индустрия пока не спешит отказываться. Одна из них – привычка брать вдохновение у известных брендов, кто давно задает тон в индустрии. Свежий пример – XPeng GX, новый полноразмерный кроссовер с шестиместным салоном, который без преувеличения очень сильно напоминает Range Rover. И при этом его ожидаемая цена окажется примерно на $100 тысяч ниже. Тем, у кого нет желания ждать электрический Range Rover, можно обратиться к XPeng. В конце концов, их новый GX удивительно напоминает британский люксовый внедорожник. Они, конечно, не совсем идентичны, но сходств между двумя моделями гораздо больше, чем различий. И в этом нет ничего нового, в автомобильном мире такие параллели встречаются постоянно. Лучше скопировать что-то хорошее, чем самому с нуля придумать что-то сомнительное и ужасное, верно? И как ни странно, в названии этой модели нет привычной девятки, которая часто встречается у флагманов китайских брендов. И это неудивительно. У марки уже есть премиальный кроссовер G9. Он рассчитан максимум на 5 мест и все же не дотягивает до отметки в 5 метров. В Китае же особенно востребован сегмент крупных, по-настоящему роскошных кроссоверов с шестиместной компоновкой и повышенным уровнем комфорта. Именно эту нишу и планирует занять XPeng, выводя на рынок модель GX. Она будет предлагаться как в полностью электрической версии, так и в гибридном исполнении с увеличенным запасом хода. Полноценная премьера GX состоится на пекинском автосалоне в конце апреля. Но уже сейчас раскрыта часть ключевых характеристик, так что самое время ближе познакомиться с этим китайским кроссовером, в котором ощущается британский стиль. В отличие от других моделей XPeng, представленных на рынке, GX получил совершенно иной подход к дизайну и ушел от привычного молодежного и модного стиля. И снаружи, и внутри GX построен вокруг идеи минимализма, но с ярко выраженной футуристической подачей. Все выглядит сдержанно, но при этом технологично и продуманно. В топовых версиях здесь появляется особая деталь – керамический шильдик с 24-каратным золотым покрытием, который подчеркивает статус исполнения. По силуэту, линии крыши и затемненным стойкам автомобиль очень близок к Range Rover, при этом некоторые характерные элементы заметно смягчены. Боковые воздухозаборники компактнее, а оптика сохранила узнаваемую форму с лишь легкими корректировками. Из-за этого возникает ощущение, будто перед нами рестайлинг британского внедорожника. Сзади GX старается дистанцироваться от этого сходства. Здесь используется горизонтальный фонарь во всю ширину кузова, тогда как у Range Rover применена вертикальная архитектура. Утопленные дверные ручки были заложены в проект еще до появления в Китае новых требований безопасности, которые с 2027 года фактически ограничат их использование. Завершает образ комплект разношироких шин. Спереди 265/40, сзади 285/40, установленных на 22-дюймовые многоспицевые диски. Габариты автомобиля 5265 мм в длину, 1999 в ширину и 1800 в высоту, при колесной базе 3115 мм. Здесь используется двухкамерная пневматическая подвеска с системой регулировки демпфирования CDC, позволяющей тонко подстраивать поведение шасси под разные условия движения. Рулевое управление реализовано по проводам на электронике Bosch, при этом задние колеса также участвуют в повороте вместе с передними. Благодаря такой схеме крупный кроссовер массой почти 3 тонны сохраняет поведение, близкое к компактному автомобилю, особенно в маневрах и на ограниченном пространстве. Салон XPeng GX выполнен по привычной для премиальных китайских кроссоверов схеме. 3 ряда сидений по 2 кресла, с акцентом на комфорт каждого пассажира. Передняя панель выдержана в минималистичном стиле с акцентом на чистые линии и ощущение дорогого пространства.
В центре установлен крупный 17,3-дюймовый экран с тонкими рамками, который дополняется цифровой приборной панелью и проекционным дисплеем с элементами дополненной реальности. Перед водителем двухспицевый руль с регулировкой вылета до 135 мм. На нем размещены две отдельные физические кнопки, предположительно для быстрого доступа к системам помощи водителю. Центральный тоннель выполнен в парящем стиле с выдвижной панелью. Здесь предусмотрена 50-ваттная беспроводная зарядка и скрытые подстаканники. Передние сиденья получили 16-точечный массаж, электрорегулировку в 16 направлениях, подогрев, вентиляцию и режим нулевой гравитации, дополненный выдвижными атаманками. Обивка выполнена из кожи Напа. Но главный акцент – второй ряд. Здесь установлены раздельные кресла с эффектом нулевой гравитации, с увеличенными направляющими для точной настройки положения. Электропривод, подогрев, вентиляция, массаж и выдвижные подставки для ног создают ощущение полностью персонального пространства. Для задних пассажиров предусмотрен потолочный развлекательный экран, а в спинках передних сидений встроены столики с магнитными креплениями для гаджетов. Третий ряд традиционно воспринимается как более компактный, чаще для детей. При этом он получил ряд практичных решений. Под сиденьями расположены два выдвижных отсека для хранения игрушек и мелких вещей. Для пассажиров предусмотрены подстаканники, слоты для смартфонов, USB-C разъемы и отдельная кнопка управления затемнением стекол. Спинки третьего ряда складываются, формируя ровную грузовую площадку. Одной из ключевых особенностей Xpeng GX стало первое в мире стекло с интеллектуальным электрохромным затемнением для задней части салона. Система меняет прозрачность стекол второго и третьего ряда за миллисекунды, а через центральный дисплей можно настроить затемнение для каждого окна отдельно. В автомобиле установлена аудиосистема премиального уровня на 33 динамика с объемным звучанием. Дополнительные динамики встроены в подголовники кресел первого и второго рядов, создавая более локальное звучание для пассажиров. При сложенных в ровный пол задних сиденьях формируется грузовое пространство объемом до 1748 литров, что заметно расширяет возможности для перевозки багажа. Что касается ходовых качеств, GX предложит два варианта на выбор – полностью электрический и гибрид с увеличенным запасом хода. Электрическая версия построена на 800-вольтовой архитектуре и поддерживает быструю зарядку 5C. Аккумулятор емкостью 110 кВт-часа обеспечивает запас хода до 750 км. В основе два электромотора – передний на 218 и задний на 367 сил. Разгон до 100 км в час занимает около 4 секунд. Тогда как электромобиль с увеличенным запасом хода, построенный по схеме последовательного гибрида. Двигатель внутреннего сгорания на 150 лошадей здесь не приводит колеса в движение. Он работает как генератор, подзаряжая систему. В движение автомобиль приводит два электромотора. Передний развивает 218, задний – 286 сил, вместе формируя отдачу в 504 лошадиные силы. Батарея на 63,3 кВт-часа позволяет проехать до 320 км только на электричестве по циклу WLTP. Если подключить бензиновый двигатель и учитывать бак на 60 литров, общий запас хода достигает 1585 км, правда, по китайской методике расчета. Все версии оснащаются полным приводом, а максимальная скорость ограничена на уровне 200 км в час. Сегодня, 15 апреля, стартовали предзаказы, и на флагманский трехрядный кроссовер GX от Xpeng уже можно оформить заказ по предварительной цене $58 640. Интересный момент – этот ценник одинаковый для обеих версий силовой установки. При этом Xpeng делает ставку не на оригинальность формы, а на сочетание технологий и комфорта. В итоге GX выглядит как вполне прагматичный выбор для тех, кто хочет максимум пространства, технологий и комфорта, но без переплаты за громкое имя.
А вот насколько это сработает в реальности, станет понятно уже после первых живых машин на дорогах. Ну что, друзья, будем на этом прощаться. Если видео было для вас полезным или просто интересным, поддержите канал подпиской. Это как полный бак перед долгой поездкой. Без вас дальше никак. Напишите в комментариях, что думаете, или поделитесь своим опытом. И если знаете кого-то, кто живет автомобилями так же, как и мы, поделитесь этим видео. Пусть в нашем автопарке станет больше единомышленников. Увидимся в следующем видео на нашем канале.